Я приветствую вас, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. И сегодня мы сделаем расклад, который, я знаю, многие из вас ждали, судя по комментариям. Мы попробуем соединить деньги и личную жизнь. Много вопросов я получаю именно вот на эти две темы. И поскольку я знаю, что моя аудитория, вот вы, мои дорогие, в большинстве это люди серьезные, те, которые уже имеют жизненный опыт. Не совсем, если мы говорим личную жизнь, у меня практически нет таких раскладов на канале. Не совсем вопрос строится, любит, не любит, все значительно как-то сложнее. И вот ведь, знаете, в чем ловушка? Когда нет денег, страдают отношения. Когда в личной жизни разлад, то и деньги куда-то уходят сквозь пальцы. Или вопросы никак не решаются. И мы словно бегаем по кругу, да? И, наверное, самый главный секрет в том, что, как по Венере, да, Венера отвечает и за любовь, за личную жизнь, и опять же финансы. Так вот, Вселенная не любит, когда мы выбираем между деньгами и любовью. Она хочет, чтобы у нас было все сразу, и то, и другое. Поэтому смотрите видео до конца, и я думаю, какие-то подсказки у вас будут. И вначале мы, конечно, узнаем сигнификацию. Наш расклад подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Ну вот главный вопрос, с чего мы начнем, кто вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас, если мы говорим финансы и любовь? Как это можно совместить? Ну вот ничего себе, да? Или так карты я достаю, или такие расклады у меня получаются. Ты хочешь начать что-то на какой-то более легкой, воодушевленной ноте, но чаще вот первая карта в сигнификации заставляет задуматься. Смерть, да? Но эта карта не про смерть. Мы все же о картах Таро говорим. И, кстати, в этой колоде перерождение. Как будто вот, посмотрите, лемниската, символ бесконечности. Переход отношений, даже если мы говорим отношений, на новый уровень. Если мы говорим о деньгах, видимо, у вас сейчас тот период, когда нужно пересмотреть и деньги. Ваш финансовый статус, откуда они к вам приходят, каким образом вы их будете кумулировать, каким образом, ну, сохранять, да, иными словами. Или, может быть, какая-то финансовая грамотность. Вот, видимо, мы с вами живем сейчас в такую эпоху, когда и к финансам нужно относиться более внимательно, но и по части взаимоотношений. Но давайте немножко раскроем. Здесь ведь нам карта говорит однозначно, что как было раньше, так оно быть не может. Вот, елки-палки. Ну, я надеюсь, все понимают мой сленг. Ну, потому что усложняется задача второй старший аркан. И когда старшие арканы, это всегда не просто ваше решение, мои дорогие, а обстоятельства, решение других людей. Это вот, видимо, вот тот круг, в котором мы как в центре круга, но вот вокруг нас существует вращение энергии, которые для нас складывают определенную палитру событий, и это в конечном итоге самым прямым образом воздействует на нас. Тут не просто все строится, вот я хочу или не хочу, вот я беру или не беру, соглашаюсь или не соглашаюсь. Поэтому что говорят карты? Человек в сложной ситуации. Вот именно сложный, попробуй совместить. Может быть, если по финансам есть какой-то такой элемент, когда уже стало абсолютно точно понятно, что если я буду вот в том же духе как бы продолжать, на лад дело не пойдет. По отношениям буду продолжать, опять же, на лад не пойдет. И карта Иерофант. Одновременно и учитель, и ученик. Поэтому тут, да, если мы говорим о любви, о взаимоотношениях в целом, тут как по судьбе. Тут же у нас еще судьбоносная карта. Да и, по сути, карта смерть, 13-й аркан, это как по Плутону. Очень символично, потому что расклад я делаю, когда ретро-Плутон. Вот в том контексте, как и было прежде. И, возможно, это зависит и от человека. Человек уже не может или не хочет. Но тут и вы сами уже сами не хотите, да, чтобы было или повторялся какой-то старый сюжет. Но, скорее всего, какое-то время нам придется, видимо, что-то исправлять. Или как отлаживать какие-то новые связи, новые контакты. Может быть, и взаимоотношения. И каждый, если мы о личной жизни, ну, друг для друга и ученик, и учитель.
И, видимо, по судьбе, ну, вот много очень карта внутренних страхов, сомнения. Вообще я чаще называю восьмерку мечей, девятку мечей. Две карты, которые достаточно мелкие, но это карты искаженного восприятия. Так как мы думали раньше, не идет на лад дело. Все то, что я говорила, теперь уже совершенно необходимо что-то передумать. И если, может быть, прежде какие-то отношения, к примеру, держали вас как в заперти, это каким образом могло быть? А вы имели какое-то представление. Или вы воспринимали ваши партнерские отношения определенным образом. Ну вот по какой-то причине должно было быть так. Возможно, вы даже воспринимали так партнера. Что-то вы могли узнать за прошедший период о партнере новом. Нового именно когда вы понимаете, я как будто бы и не знаю этого человека, хотя, возможно, знаете десятилетия, ну, долгий срок. Вот такая метаморфоза, скорее всего, она произошла. Ощущение того, что я как в замкнутом, опять же, круге. Вот, да, я сказала, вы в центре, а вокруг вас что-то вращается, какие-то энергии. Когда пытаетесь вроде бы как соединить несопоставимое, но и, видимо, выхода вы сейчас не видите. Я должна сказать, что рядом выпадает рыцарь чаш, у вас заканчивается какой-то сложный период сомнений и ограничений. Это точно. Шестерка мечей говорит о том, что наступает время идти вперед, но ведь это карта мужества. Вам сейчас нужно как будто отплыть от прежнего берега. И я не говорю отнюдь. Это тоже можем где-то расценивать, хоть это карта заслуженного успеха, но это тот успех, который требует еще времени и прохождения определенного пути. Где-то карта предвещает то, что, хотя я больше, кстати, хотела создать наш расклад, ну, где-то до конца недели. Не хотела рассматривать более долгий срок. Но почему-то я забыла об этом сказать. Прошу извинения. А теперь, глядя на карты, потому что два старших аркана, да никогда не укладывается до конца недели. В 7 дней. Тут, скорее всего, как минимум недели 3-4, а может быть и месяцы. И с учетом, если мы говорим ретро-Плутона, кто знает, может быть, это до конца осени. Вот кто открывает видео именно прямо сейчас, когда оно вышло. Паш мечей, вот посмотрите, как 2 шага над обрывом, 2 шага над пропастью. Вот у вас какой-то очень серьезный, возможно, у вас сейчас стоит вопрос, который и включает и финансовую историю, когда, может быть, нужно закрыть конкретно какой-то платеж совершить, или когда деньги практически на нуле, но и отношения как будто тоже на нуле. Ну вот что происходит прямо сейчас? По девятке Пентаклей у нас показан человек, который более чем ресурсный. Тот, который, в принципе, сам умеет и работать, умеет и зарабатывать, умеет своими руками, возможно, что-то создавать, который, в принципе, не боится трудностей, это точно. Может, кстати, карта говорить о том, что вот именно для такого прорыва финансового вам, возможно, сейчас, и вы к этому приступили, вот, да, это тоже сигнификация. Вы пытаетесь найти, да, вот точку сборки своей, с чего я начать могу. Кто-то буквально, может быть, проходит вебинары, может быть, онлайн, что-то бесплатное, потому что именно хочется пока определить свое направление. Иногда, говорю, по пажу мечей, мы получаем какую-то новость. И с этого момента вот мы для себя как открываем заново Вселенную или начинаем видеть по-другому этот мир или сложившуюся обстановку. Мы как будто понимаем, пора сворачивать. Ключевая фраза, наверное, пора сворачивать. Я часто употребляю в своих раскладах по пажу мечей. Ну, а здесь нам карта очень наглядно показывает, как будто, да, между прошлым и будущим. Всего 2 шага. Но какие они сложные. И это изобилие, процветание, более того, фортуна сейчас на вашей стороне. И вы можете расценивать этот период достаточно сложным, а тем не менее вам как будто высшие силы. Смотрите, мои дорогие, кто смотрит наш расклад, у кого это откликалось с первой минуты, все то, что я сказала уже, да, 2 раза помощь высших сил. Иногда
шестерка, а 6 это всегда мы знаем как победа, вершина действий, получение какого-то результата. Но одновременно, если мы говорим, у вас 2 шестерки, 2 победы, это уже как предначертано, это уже как предсказано. И может быть, если наши 2 сферы, как и любовь, и личная жизнь, так и финансы, нам и говорят, может быть, по финансам, да, какой-то путь еще придется пройти, но успех этот обеспечен. И предыдущие карты как раз и говорят, вот этот путь над обрывом в 2 шага. Но посмотрите, это вот когда мы даже что-то, если вы ищете сейчас, каким образом, допустим, я могу увеличить свой доход, или каким образом я могу как себя научить по-другому зарабатывать деньги в этом мире, или в какой-то сложившейся реальности, я такого не исключаю. Ведь мечи это у нас интеллект, поэтому тут мысль, обдумывание, конечно, и финансы. Я не исключаю тут, потому что такая добрая карта, мы говорим, хоть и высшие силы помогают, но по сути это материализм. Когда мы какую-то свою идею или новое направление перекладываем на реальную основу. Вот вам какой-то короткий путь в 2 шага. Вот вы даже можете это ощущать, кстати. Вы можете интуитивно где-то, ну пусть вы не знаете до конца всех своих шагов, еще не можете сложить цепочку последовательности, что зачем будет следовать. Но тем не менее, интуитивно вы знаете, что вы на правильном пути. Вам фортуна действительно помогает. Слушайте свою интуицию. Здесь, знаете, может быть и такой момент, когда не бояться отплыть от этого прежнего берега. Посмотреть, как и на отношения по-другому, посмотреть и на финансы, или на работу. Вот такое наше время, а Уран в Близнецах, у нас как раз это ведь все-таки та планета, которая, да, мы говорим, трансформации, инновации, и мы все ожидаем смену, как и в цифровых технологиях, которые буквально врываются, уже на сегодняшний день ворвались. И, может быть, кто-то из вас понимает, да нет, тут все немножко по-другому. Работают алгоритмы, и мне нужно их изучить. Вот именно алгоритмы, которые нужно изучить. И тогда я буду более ресурсна, ну или ресурсен. Тогда у меня больше получится. Может быть, получится как и по части финансов, точно так же и по личной жизни. Здесь может быть какая-то взаимосвязь с человеком, которая, ну, может быть, и прежде больше строилась на чувствах, а здесь больше реальности, опять же, больше материального. Но, видимо, таков ваш период жизненный. Но вот смотрите, насколько это в вас, в вашей душе откликается. Но основная характеристика – страхи отпадают. Чем больше как будто знаю, тем я у себя увереннее чувствую. Ну, наверное, как известная фраза Мария Кюри, сейчас время больше знать, чтобы меньше бояться. Ну и где-то, видимо, эта фраза как основной ваш девиз. Но вот насколько подходит такая краткая сигнификация, решать вам, мои дорогие. Сейчас мы это все перемешаем и посмотрим. Разложим на основные 2 позиции. Достанем по 6 карт, безусловно. Что ждет ваши финансы до конца, может быть, недели, может быть, до конца месяца или даже до конца осени, как я сказала. Что ждет финансы и что происходит в личной жизни. Может быть, ближайшие события все же, да? Итак, что же ждет ваши финансы? Какая трансформация? Какие изменения? Что будет меняться или, может быть, это вы будете менять, потому что реальность к этому способствует. И второй момент по личной жизни. Что происходит в личной жизни до конца недели, до конца месяца. Ну, какая-то явно стезя, да? Вот как в карте Иерофант, вот эта лестница. Много ступенек. Поэтому и такой плавающий срок, может быть, и до конца осени. Итак, давайте будем узнавать, потом попробуем 2 направления связать воедино. Итак, по финансам мы говорим, да? Отшельник, ну оно, да, оно и понятно. Знаете, люблю эту карту именно потому, что никто не мешает. И вот вторая, точнее, карта, 3 пентаклей.
Тройка — это всегда карта будущего. Несмотря на изображение, по этой карте у нас идет работа в команде и опять же изучение. Иногда сдача экзамена. Вот я говорила, кто-то обучается, может быть, получает сертификат. Возможно, вам необходим будет сертификат, что вы освоили. Не обязательно это диплом, да, может быть, у вас там уже не один этот диплом, да и сертификатов тоже куча. Но, значит, вот на данный момент, может быть, не хватает еще одного. И есть какая-то тема, в которой вам надо разобраться, это своего рода экзамен жизни тоже. По этой карте нам говорит о том, что, смотрите, продолжают тему карты, по крайней мере, на финансы, что влияет обстановка извне, но самым прямым образом на вас. Как будто отшельник, ведь это тот, который ищет свой жизненный путь. И если мы о финансах, каким образом могут приходить эти финансы? Рядом карта обучения. Или рядом карта, когда, ну, как освоение все равно, как новой специальности, новых скиллов каких-то, да, или ресурсов, или того, что вы можете делать руками. Возможно, это работа в одиночку даже, да. Я такое могу предположить, как работа на дому. Но есть какой-то проект, потому что кто-то не должен вам мешать. Возможно, это вы на финансы сейчас понимаете тоже. Вот существует мой путь. Советчиков, возможно, у вас миллион. Но все не то и не так. Не в такт и не в попад. Поэтому концентрация идет лично на том, ваша личность именно, то, что вы хотите осуществить, а не внешние какие-то помехи. И для вас это говорит карта, что то, что ты сейчас, как закладываешь копилку успеха, здесь без изучения не обойтись, мои дорогие. То есть мы говорим, тут даже может быть такая история, когда кто-то из вас предпочел, может быть, ну, в каком-то объеме, количество именно работы, переводу в качество. Когда вы некоторые вопросы могли поставить на паузу, потому что уделяли внимание именно обучению, процессу. Ну, нужно время, правда? Мы не можем тут или буквально надо впахивать до седьмого пота, и времени не остается, ни времени, ни здравых мыслей. И, может быть, вы понимаете, что да, какая-то пауза или в каком-то проценте мне как высвободить свободное время необходимо для того, чтобы что-то изучить. Потому что прежняя стратегия, тактика вообще ничего не работает. И вот отшельник будет говорить как раз о том, что у вас сейчас, хоть может быть и стоит финансовая проблема, но где-то вы вот так мудро, ведь это мудрец, философ, понимаете, что сейчас именно время себя перестроить на новые рельсы, на новые, мои дорогие. И в последующем вы уже чувствуете, смотрите, у нас идет королева Пентаклей. Это та, которая из любого бардака и хаоса умеет отстроить порядок. Это персона, которой свойственно творчество. Это та персона, которая умеет совмещать и личную жизнь, и финансы. Вообще, мои дорогие, это как по Венере. Это все то, что я говорила еще до карт. И королева мечей все же про образ Юдифию. И, как известно, отказалась так отказалась, отрезала так отрезала. У вас период перестройки идет вот именно так. И да, вам никто не мешает. Вот поэтому тот период, хоть вы его можете воспринимать эмоционально очень сложно, но больше нам карты говорят о том, что у вас как раз получится, может быть, закрыть финансовый вопрос, когда вы его дополнительно изучите, или вы его специально, может быть, как дополните новыми ресурсами, опять же, да, новыми знаниями. Но следом придет тот период, когда вам придется кардинально что-то пересмотреть. И вот этот путь, это как то колесо фортуны, которое вы предчувствуете уже сейчас. Мы с вами видели эту карту в сигнификации. И мне хочется, глядя вот на все, начинается с отшельника. И я люблю вот именно потому, что никто не мешает. Вот у вас сейчас благодатная почва, как и добавить знаний, так и как будто реструктурировать свою жизнь, которая, может быть, будет вот объединять все-таки королева Пентаклей и любовь, и личную жизнь. И, может быть, даже совпадают вопросы дома, жилья. Я такого не исключаю. По сути дела, жилищные проблемы мы можем решать тоже. Если сведем все к финансам, то, ну, конечно, посредством денег. Поэтому у кого-то такая многоходовочка, когда вообще все важно. Но да, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Давайте откроем с вами вторую часть, которая будет говорить нам о любви, личной жизни. Так что же происходит в ближайшее время?
карта сумерек, Луна. Может быть, знаете, я тоже говорю часто, Луна – это как наши тылы. Это место нашей безопасности, это в первую очередь. И, кстати, отшельник. И очень часто карта Луна говорит, что для тебя сейчас буквально место твоей безопасности. Может быть, то место безопасности, которое где-то будет перемежаться с работой, которое вам дает больше, но с одной стороны, уверенности в том, что какие-то неожиданности сводятся к минимуму. Возможно, это будет связано, к примеру, как это переложить, когда даже в вашем ближайшем окружении больше людей, которым вы можете доверять, возможно, по личной жизни, когда вы понимаете, что ну да, и тут, скорее всего, будет свидетельствовать рядом у нас король чаш, то тут будет, скорее всего, свидетельство у вас, как о личности, которая умеет сопереживать, сочувствовать, которая, может быть, даже желает этих эмоций. Но, видимо, на данный период времени эмоций много, но толку от них мало. Потому что по карте Луна это какая-то путаница. Возможно, вы пытаетесь в личной жизни разобраться в какой-то личной истории даже с тем человеком, ну, где-то нам говорят снова, которого вы долгое время знали. Возможно, иногда это супруги идут. Возможно, это какая-то история отношений, пусть не было брака, но все равно это что-то длилось долго. Возможно, это еще и та история, опять же, по королю чаш, единственная карта в колоде, которая нам говорит о том, что нам приходится совмещать или переключаться между двумя сферами. Чувства и как раз финансы, материализм. Почему так говорю? В любой практически колоде, даже если среди волн находится, вот как на этой карте, король чаш, но он ведь сидит на таком твердом постаменте, как на участке суши. Это о чем говорит? Чувства чувствами. Но основа все-таки, она материальная. Поэтому тут нам говорят о какой-то истории личной жизни, возможно, и семье. Но она все равно упирается именно в материализм, мои дорогие. И вот вам сейчас задача совместить, может быть, решение некоторых финансовых вопросов для того, чтобы больше было возможностей по личной жизни. И не смешивать одно и второе, не добавлять прагматизма сухого в ваши чувства. И, может быть, это сложновато. Как это сделать? Возможно, прежние отношения для кого-то из вас. Или как уперлись в какую-то историю, которая вот такая же, да, как «Сумерки». И она именно идет по чувствам. А для кого-то в личной жизни сложилась другая, альтернативная история, когда многие вопросы уперлись именно в быт, в материализм, вопросы дома, оформление документов совместного проживания. Поэтому приготовьтесь, что вам действительно, кто смотрит, продолжает смотреть наш расклад. Карты расскажут, а как же действительно соединить первое и второе. Соедините, карта победителя. А следующая карта, вот смотрите, как интересно. Ух ты! Можно даже не рассматривать, как мы соединим эти две сферы жизни. Может быть, интуиция, кстати, идет по этой карте. Дважды интуиция, потому что по Луне точно так же. Вы можете как-то сложновато, интуитивно, да, вам быть сейчас. Или пусть не совсем на уровне интуиции, а как израненное сердце все же. Вот теперь, глядя на тройку мечей. Какая-то история вас прежней все-таки не оставляет. Но нам ведь тут предыдущая карта говорит, что будет своеобразная победа. И если мы говорим, у вас тройка пентаклей и тройка мечей, что это всегда карта будущего. Вы будете ставить совсем скоро какую-то точку, причем совсем не ту, которую вы предполагали, которая касается личной жизни. Это, знаете, это когда не болит. И карта обрисовывает, где вы прямо сейчас. Эта карта хоть и будущего, но на будущее влияет сегодняшний момент. А на сегодняшний момент это карта здорового равнодушия. Поэтому если мы на уровне отношений, раньше вы относились к конкретному человеку определенным образом, возможно, что-то надломилось. Возможно, не просто надломилось, а какая-то была недопустимая ситуация, по вашему мнению, и у кого-то это глубокие разочарования в конкретном человеке.
но все равно, тем не менее, что-то у вас продолжается. Вы не можете это как сбросить со счетов или сказать: Нет, это не существует». Или отказаться полностью от этих отношений. Может быть и так. Потому что соединяет людей многое, скорее всего. Но вот теперь вот этот минусовый опыт, как это израненное сердце, которое уже не болит. Ну и шрамы ты никуда не денешь. Они периодически ноют на погоду, как я говорю, и напоминают: а вот здесь не оступись. Поэтому что будет происходить в ближайшее время? Вы себе будете напоминать, но как себя останавливать. И сравнивать это с какой-то прежней историей. И тем не менее, победа какая-то будет. И, возможно, какая-то, как ни странно, минусовая ситуация для вас теперь будет как карт-бланш. Потому что вы теперь можете видеть ситуацию беспристрастно. Это раньше было много эмоций, много переживаний, а теперь нет. Причем я должна сказать, именно вот это хладнокровие ваше, здравый смысл, критическое мышление вас ведет не просто к победе, к празднику после победы. И, кстати, карта финансового успеха. Это то, что мы, в общем-то, видели в сигнификации. Вам высшие силы помогают. У вас сейчас, мои дорогие, это вот, как знаете, наш расклад, ну, наверное, как знак судьбы. Потому что судьбоносное что-то, ну, как судьбоносный период, когда вы можете соединить вот в этот праздник вот эти две сферы жизни, которые вам, возможно, и кажутся несоединимыми, но для вас наступает то благодатное время, та благодатная почва, когда вы можете какую-то даже сложную ситуацию обратить себе в плюс и совместить. Может быть, вам придется принимать, вот смотрите, только обнаружила на дне колоды у нас император. Вполне вероятно, давайте оставим эту карту. Это карта организации. И поэтому, и вот, кстати, вторая карта, десятка жезлов, всегда карта прошлого, усталости или когда уже нам самим что-то надоело. А следом идет праздник. Но это тот праздник, когда мы не должны замечтаться по семерке мечей, да? Мы называем это карта вора, но в некоторых колодах забрать свое. И может быть вот вам, как нужно забрать свое. Поэтому вот это и тройка мечей, кстати. Да, было какое-то поражение. Но я как будто не сдаюсь. Я должен или должна забрать свое. Каким-то образом есть ваш интерес. Вот именно интерес, уже не про чувства. Уже другое видение. И вот вам девятка пентаклей. Правда, даже в личных отношениях тут присутствуют вопросы финансов, денег, стабильности или забрать свое. Ну, давайте теперь попробуем. Где эти сферы жизни пересекаются? Вот давайте спросим. Организация ведь это ваша еще организация, хотя здесь может вопрос стоять по документам, по каким-то очень важным согласованиям в высоких инстанциях. Вполне вероятно, кому-то из вас придется пройтись, да, как не по одной инстанции, а по каким-то чиновникам, доизучить какой-то вопрос. В конечном итоге это вам организовать свою жизнь как-то придется совершенно по-другому. Поэтому эти сферы могут пересекаться как и буквально документально, да, в каких-то учреждениях, организациях, инстанциях, ну, может быть, и судах у кого-то, хотя ни одна карта об этом не сказала, но вот то, что было на дне колоды, мы говорим семерка мечей. Может быть, кто-то и пытается вернуть свое. Но точно был конфликт. Вот именно, может быть, где пересеклись деньги и любовь. Конфликт из-за, может быть, в личной жизни. Из-за того, что человек, ну, где-то видел по-другому финансовую ситуацию. Или у него были свои финансовые планы. Возможно, если это документы, не пришли к согласию. Опять же, была какая-то конфронтация, когда не просто друг друга не поняли, а как столкновение двух интересов, совершенно полярных, может быть, людей, разных по менталитету, возможно, по языкам даже, да, тут ведь организовать для кого-то нужно вообще взаимопонимание даже, да, выстроить какую-то новую, ну, как новый алгоритм, хочется сказать. И вот именно камень преткновения, когда состоялся какой-то конфликт, а возможно и пауза. Ну, давайте, где эти сферы еще пересекаются? Все то, что я сказала. Вопросы семьи, вопросы пары. И, может быть, как вот
представление, да, что есть семья или, в принципе, что есть жизнь в паре, какое есть взаимодействие. Каждый думал как-то по-своему. Поэтому конфликт именно произошел, может быть, когда, ну, чувства чувствами, да, а потом ведь все равно упираются в какие-то более конкретные вопросы. Так вот, по конкретным темам вы как раз и не договорились. Для кого-то из вас была пауза, и, может быть, даже люди по девятке жезлов и точно с четверкой мечей, ну, говорят, разошлись как в море корабли. Может быть, расстались на какое-то время. Возможно, партнер ушел, или вы ушли. Возможно, не просто не совпали взгляды на жизнь, а тут даже не успели договориться, не сумели или, может быть, не хотелось слышать друг друга. И по восьмерке жезлов карта доброй трансформации, где это пересекается. Скорее всего, я могу предположить, посмотрите, карта мага. Здесь вообще хочется сказать, может быть, для большинства из вас сложится такая история, когда, ну, есть какое-то дежавю. Возможно, это были отношения, как я говорила, сложилась пауза. Хотя я допускаю, это может быть со стороны человека, но где-то и с вашей. Но вот с учетом того, что я вижу, и не случайно же все же у нас была карта император, правда, какая-то подсказка уже шла. И карта мага дополняет этого значения. Когда именно тот человек, который захотел как будто уйти, разорвать или завершить, поставить что-то на паузу, возможно, или тот, который был инициатором конфликта, возможно, это не вы, а именно оппонент, будем говорить, тот человек, с которым у вас как раз и были, складывались эти взаимоотношения, какой-то очень важный, с которым были именно и чувства тоже. Так вот тот, который сначала отказался, теперь по каким-то причинам, может быть, сам проходит трансформацию, у него тоже это было время на подумать, и он теперь как пытается возобновить заново отношения, пытается вернуться в вашу жизнь. И вы, с одной стороны, карта мага, вы уже видите какую-то манипуляцию, но я должна сказать, что вы уже к этому времени прошли какой-то сложный путь, когда вы уже сами готовы стать, ну, вот этим магом и волшебником, когда, ну, хорошо, если жизнь нам диктует такие условия, значит, мне нужно вписаться в какой-то жизненный судьбоносный поворот, именно потому что, но есть еще ваш интерес, это точно. Все то, что я сказала, карта подтверждает. Посмотрите, карта дружбы. Если мы спросили, где эти сферы пересекаются и мешают друг другу, то совершенно новый формат отношений. Отношения переходят на новый уровень. Потому что вот где пересеклись, вот и карта говорит, что каждый был сам по себе. И пусть как такового разрыва не было, вы продолжали жить как всегда. Может быть, даже семья, да, она тоже была сохранена. Или отношения, пусть это даже не было семьей, но или контакт, да, какой-то, вы могли продолжать именно, ну, все равно общаться с этим партнером. Возможно, вы чувствовали, что вы отдалились, каждый немножко сам по себе. Но вот именно сейчас я больше вижу, что, хотя я не исключаю, что и с вашей стороны, были какие-то предпосылки, все же меня смотрят разные люди. Когда вот восстановить вам, вы поняли через какой-то период, что мне нужно восстанавливать эти отношения. Но больше, наверное, именно когда откликнулся другой человек. И вот эта карта говорит, что да нет, тут не будет это разрушено. Эти отношения должны быть перестроены совершенно вот как эта дружба. Она должна перейти как в другую форму. Или пусть семейные отношения. Значит, тут не совсем про любовь, а как будто следующая стадия ваших отношений, как пусть, может быть, для кого-то это странно услышать, но это когда именно через дружбу, через тот контакт, когда на первом месте не чувства, мои дорогие, а когда, ну, партнеры. Вот то именно, наверное, волшебное партнерство, от которых и складываются надежные отношения. И вот посмотрите, восьмерка чаш. Это когда мы ищем выход, каким образом построить эти отношения. Вот, кстати, кто-то ведь может смотреть, когда вы о чем-то просто сейчас даже думаете. Что, может быть, я была в чем-то не права, ну или я был неправ,
Но каким образом мне теперь вот совместить первое и второе и вернуть отношения? Все же по восьмерке чаш, ну, уход он есть, да? Я не исключаю, что вам нужно встретиться или как-то проконтактировать с этим человеком более ясно, или совершить какой-то важный диалог, принять какое-то решение, скорее всего, вам предстоит. Или вы услышите какую-то новость, когда вы точно поймете, эти отношения, они мне нужны, я их сохраняю. Вот нет других вариантов. Здесь что-то будет и сохранено, и продолжено. Здесь мог быть и тот человек, который, может быть, прежде легко рвал, прекращал, иными словами, эти отношения. Но, видимо, у него тоже какой-то был опыт жизненный, когда он понял, а не все так однозначно. Поэтому, знаете, наступает то время, вот то, что разъединило. Это как было время такое судьбоносное, подумать, действительно подумать. И определить роль какого-то человека в вашей жизни. И, может быть, это где-то было как символ трансформации и одновременно организации собственной жизни в каком-то совершенно новом ключе. Потому что нам показывают судьбу, причем не одного, а двоих людей, которые, скорее всего, все же у нас тут семья, даже если нашла коса на камень, или пусть, как я говорила, не семья, но, тем не менее, это тот союз, который, если сумеют как будто двое договориться, значит, это качественно иной уровень будет отношений. И как будто вот именно это вы можете чувствовать. И то, что вчера было, как казалось, разрушением, это был необходимый жизненный сюжет, чтобы вы сделали правильные выводы. Давайте достанем карту как совет, как прийти к балансу. Как прийти к балансу. Вот, кстати, часто ведь, кто смотрит мои расклады, вы слышите пятерка пентаклей, мелкая карта как заноза. Причем это такое решение, которое мы должны принять в балансе. Недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Ну, вот конкретно. Ну хорошо. Так расскажите, пожалуйста, нам карты Таро, как же прийти к этому балансу? О, карта сила. Карта критического мышления, солнце в деве иногда. И выпадает у нас король мечей. Тут какая-то взаимосвязь. Вот посмотрите, иногда по аркану сила, вот переложите это сейчас на себя. Мои дорогие девочки, тут может быть страстное желание быть рядом с вами. Безусловный интерес именно к вам. Может быть, это где-то и чувство, и страстная любовь. Мои дорогие мужчины, это может быть женщина, которая вот тоже такие эмоции вызывает, и ей желание с нею быть. Но тогда для девочек, да, потому что чаще это именно карта женской силы, да, идет. Король мечей. И где-то вот сродни, как император. Потому что король мечей – это у нас эксперт. Это тот человек, который мыслить холодно умеет. Тот, который где-то продуманный. Тот человек, который, ну да, он мыслит не совсем так, как может быть. Ну вот тут у нас выпадал король кубков. И может быть это одна персона, но раньше превалировали эмоции. А потом в какой-то момент мы узнаем даже нашего партнера. Да нет, какие эмоции, человек совсем другой, он по-другому мыслит. У него мысль складывается совершенно иначе. И по этой карте это может быть тот человек, который действительно мог как что-то отрезать, от чего-то отказаться, вынести такое холодное суждение, и это, знаете, как лезвием бритвы. Вот как будто полоснуть. И это было так неожиданно. И это было настолько, ну, как бы невозможно было предугадать. Это произошло, возможно, за короткий срок. Но за этот период уже прошли и сделаны определенные выводы двумя, наверное, самое главное. Может быть, это для кого-то из вас будет говорить о том, что вам, возможно, придется как документально что-то оформить. Иногда по этой карте идут юристы и адвокаты. Мы говорили о карте император и если это организация. И вот, возможно, вам для того, чтобы выровнять баланс, да, вот у вас как раз баланс и будет достигнут. Посмотрите, карта мира – это и мир, и благополучие. Я искренне надеюсь, что совсем скоро
будут приняты какие-то важные положения, постулаты, как будто сильные мира сего договорятся. Ну и сама, наверное, Вселенная, она имеет те добрые энергии и ауру, как воздействие на каждого из нас, чтобы больше было мира, было больше согласия. И пусть это на уровне каждого из нас, но и, может быть, вообще в мире. Я на это искренне надеюсь. Но вот посмотрите, как прийти к балансу. Еще ведь по пятерке пентаклей только придется согласовывать и первое, и второе. И тут на самом деле, хочешь, чтобы в личной жизни что-то сложилось, тут должна быть пересмотрена стратегия, тактика по финансам. Если хочешь, чтобы у тебя финансы пошли в гору, то ты не можешь сказать: я сначала вот буду решать именно финансовые вопросы. Или через скупой такой рационализм буду действовать. Нет. Здесь, как на примере одной пары, возможно, нам показывают, что один человек холодно-рациональный, а второй живет чувствами. И чувство – это, конечно, не всегда то, что есть, ну, на материальном плане. Это то, что мы можем представлять, а потом это представление не оправдывается. Но тот, который обладал вот этим рационализмом, рано или поздно он понимает, что мне необходима вот эта эмпатия, мне необходимы чувства, мне необходим тот человек, ну, как участие человека в моей жизни, причем искренне. Может быть, это у кого-то проявленная прежде доброта, которая была оценена как слабость. Но, видимо, каждый делает свои выводы. Но вот, видимо, объединить вот такие разные совершенно или двух разных людей, который один живет, ну, более таким порядком, холодным порядком мыслей, а второй больше живет чувствами. И это точно так же будет символизировать, как по Венере, и чувства, и финансы. Поэтому, если мы даже поставим на первый план финансы, будем говорить, что я вот сейчас решу ситуацию финансовую, а потом я буду заниматься личной жизнью, нет, мои дорогие, здесь вам придется в фокусе внимания постоянно как будто держать для того, чтобы быть счастливым или счастливой, держать что? А важно в моей жизни и первое, и второе, иначе на лад дело не пойдет, а именно в согласии. Это вот как подсказка, вы можете достичь этого баланса. Давайте еще одну карту совета. Ну вот, наверное, нам всю карту рассказали. Император и императрица. Не случайно я достала карту император и перевернула ее, да, потому как пара у нас уже выпадает. И, наверное, в нашем раскладе это самая лучшая сигнификация. Если мы спрашивали, нам уже говорят, что, может быть, и сложновато будет договариваться. Может быть, и сложновато придется еще какие-то документальные вопросы вам решать. Кому-то обучаться именно необходимо. Или рассматривать новые способы заработка. Рассматривать через изучение и освоение, может быть, каких-то новых ресурсов. Вполне вероятно, кому-то придется учить языки программирования, а может быть, освоить нейросети. Это я все к тому, что финансы к вам могут приходить каким-то новым путем. Я этого не исключаю. Это сам по себе элемент новизны, потому что кто-то задаст вопрос: ну хорошо, у меня нет денег, откуда я могу их получить? А через обучение, через рассмотрение то, от чего вы вчера отказывались. Тут же тоже вам, посмотрите, не случайно тройка выпадала, да, пентаклей. И мы говорили, как будто без этого на лад дело не пойдет. А если мы говорим на личную жизнь, то взаимопонимание, мои дорогие, вот этот праздник, вот эта победа, посмотрите, как здорово у вас выпали карты. Согласие. Согласие между двумя сложными людьми. Оно должно не просто быть, а вот как люди должны стать партнерами. Варианты есть, но всегда сложновато императору, императрице. Потому что император может сигнифицировать человека, как я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильное. А императрица, хоть это единственная персона, которая умеет договориться с несговорчивым императором, а она не очень на него рассчитывает. Императрица – это когда мы рассчитываем сами на себя. Поэтому я не могу сказать, что это прям, знаете, какая-то всеобщая гармония. Нет, мои дорогие, это партнерские и отношения на уровне интересов. Ну вот как-то так. Вот тогда, наверное, этот баланс между финансами и личной жизнью и может состояться. Договариваться, опять же, придется. А раз
Договоренность предполагается, стало быть, в основе лежит интерес. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И я искренне надеюсь, что наш сегодняшний расклад вам чем-то был полезен. По крайней мере, вы, если есть какая-то задумка у вас, вы будете видеть, что то, что поначалу, может быть, кажется неосуществимым, все в ваших руках. Я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за ваши отклики, за поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.